Добрый день! Сегодня такой необычный ролик, необычная тема для разговора, и это отношения. Так или иначе, все мы имеем отношения, встречались с кем-то, в любом случае пересекаемся с людьми, поэтому хотелось бы поговорить об этом. Сегодня в ролике как раз будет об этом, про отношения между людьми, между, прежде всего, наверное, мужчиной и женщиной, и я думаю, будет интересно. Погнали! Итак, мужчины, женщины, мы все такие разные и все такие одинаковые. Одинаковые, наверное, в том, что есть у всех пару глаз, пару ушей, пару рук, ног. Внешне имеем отличия по фигуре, конечно, но в целом физиология, она на 90% похожа. А разные, конечно же, разные в другом. Разные в голове, разные в умственных процессах, которые происходят внутри. Я думаю, в этом разница. Чтобы, как я это вижу, описать, вот представьте огромный пульт, вот в мужской голове происходит, и там включается тумблер «хочу поесть». Все, пим-пим-пим-пим, вот хочу поесть, все, мужик идет, есть готовит. Все, поел, тумблер выключился, хочу там поспать, чик, переключился, идет спать. А у женщины это огромный пульт еще в 4 раза больше, и там, знаете, куча всяких тумблеров включено. И вот она сразу там о многом думает, какие-то эмоции испытывает смешанные, что-то думает, что-то передумывает. Чтобы вы поняли, вот как мне кажется, это вот так, что она сразу есть у нее желание покушать, думает о маме, о том, что не поправилась ли она, и о том, что неплохо бы, конечно, еще и в отпуск съездить. Вот так мне кажется это. Вот и поэтому нам тяжелее, мужчине и женщине, вот уже даже на этом уровне тяжелее общаться, потому что попробуй совладай со всем этим, когда тут буря эмоций нахлестывает такие волны. Вот. И вот эти различия, как вы думаете, плохо или хорошо? Оставьте обязательно комментарий. Мне кажется, это хорошо. Почему? Потому что мы разные и, соответственно, можем дать разные эмоции друг другу, разные переживания. Ну и в свою очередь, конечно же, душевный трепет, и этим на самом деле мы можем и оттолкнуться, так же как и сблизиться. Конечно же, это придает нам особый вкус и яркой жизни. В целом, вот сами отношения между мужчиной и женщиной, мне кажется, они очень нужны. Они позволяют развиваться духовно, стремиться не просто для себя, а для кого-то, преодолевать какие-то преграды. Даже посмотрите фильмы. Во многих фильмах начинается с того, что какая-то заварушка происходит, и мужчина ради женщины и делает что-то. Давайте простой пример. Я думаю, все смотрели фильм «Старый Командос» со Шварценеггером. Там у него дочку похитили какие-то то ли террористы, то ли кто-то. И он там разрисовался и пошел спасать свою дочку. Если я не прав, если не дочка, поправьте меня, напишите в комментариях. И в целом это дает рост. Конечно же, я думаю, есть такие у всех друзья, подруги, которые не могут найти половинку и, соответственно, не могут вырасти из-за этого. Как вы думаете, если бы у них были отношения, они все-таки нашли кого-то, они бы стали лучше или нет? Когда мы взрослеем, когда мы какой-то период испытываем переходный, какой-то с 15 до 20 лет, мне кажется, какие-то отношения появляются. Согласитесь, что со временем мы, испытывая эти отношения, испытывая эти переживания, как-то растем внутренне, просто живем как-то взрослой жизнью уже. И это, в свою очередь, накладывает какие-то отпечатки, какие-то мысли другие на самом деле. И это, в свою очередь, дает нам какое-то развитие, как мне кажется. А еще хотел бы поговорить, такая есть, я это называю так, почему, например, некоторые люди не могут сойтись. Знаете, бывает такое, что взглядами не сходятся, да? Но в целом даже поговорить не могут. Вы, наверное, видели это? Мне кажется, это называется эмоциональный возраст. Когда уровень внутри развития человека, один, например, какой-то такой, сухарь, который говорит 2-3 слова, но при этом все по четку, без воды. А другие, которые ла-ла-ла-ла-ла-ла, о, цветочек. Знаете, как в том мультике. Поэтому они на разных уровнях возраста и, соответственно, эмоционального возраста, и поэтому им тяжело. И кто-то, например, очень серьезный, скорее всего, конечно, ему нужно искать человека, который более серьезный, наверное. А тот, кто шутливый и веселый, и, наверное, имеет маленький эмоциональный возраст, может быть, нужно искать человека, с кем ему будет проще и не слишком сурового. Хотя, вы знаете, мне кажется, тут тоже можно сказать, что это нет, наоборот. Один серьезный, один повеселее, попроще, как-то они могут притягиваться.
Напишите в комментариях, это так или не так. Ну и, соответственно, если вам понравилось это видео, хотите, чтобы я более подробно рассказал о каких-то аспектах, буду рад, если вы напишите комментарий, пальцы вверх ставьте, и увидимся еще. Пока-пока.